Друзья, мы в Коломбо. Коломбо, соответственно, Шри-Ланка. Мы закончили переход из нашего предыдущего порта, в котором я присоединился к экипажу этого судна. Это был порт Мундра, как вы видели в моем недавнем ролике. И уже с этого порта, после проведения грузовых операций, а также портовых активностей, которые у нас запланированы, начнется наш океанический переход, точнее переход через 2 океана на Нью-Йорк, Соединенные Штаты Америки. Почему через 2 океана? Потому что мы сначала пройдем Индийский океан, дойдем до мыса Доброй Надежды, обогнем его и потом пересечем Атлантический океан вплоть до США. То есть мы не пойдем через Аденский залив, через Бабель-Мандебский пролив, Красное море и Суэцкий канал, ввиду того, что там происходит то, что там сейчас происходит. Там опасно находиться, опасно работать, и компания решила нас поберечь, поэтому отправляет вокруг мыса Доброй Надежды. Ну, в принципе, для нас это неплохо, потому что переход займет целый месяц. То есть мы должны выйти, предполагаемое время отхода с Коломбо 29 апреля, а должны прийти в Нью-Йорк 28 мая. Это пока все только предполагаемо. Надо будет, конечно, проанализировать погоду. Пока что до мыса Игольный, то есть того места, где встречаются 2 океана, погода хорошая. На Коломбо запланированы, как я уже сказал, несколько активностей. У нас тут смена экипажа меняется, старпом и старший механик. Также большая часть мьянмарского экипажа. Да, у нас тут мьянмарцы, у нас нет филиппинцев, здесь мьянмарцы, как рядовой, так и частично комсостав. Дальше запланирована тревога по спуске шлюпки на воду и маневрирование в воде. Еще мы ждем провизию, мы ждем бонстор, сдача мусора, получение запчастей, кое-какие сервисы, ну и так далее и тому подобное. Ничего сверхъестественного, но что интересно, пока мы тут находимся, вот уже пару часов, я заметил, насколько интенсивный трафик в этом порту, в этом именно Коломбо. Это самый большой порт Шри-Ланки. Я вам сейчас покажу, вот я поснимал, пока здесь находился на мостике, насколько здесь интенсивно сюда заходят, выходят и постоянно какая-то активность происходит. В общем, усаживайтесь поудобней, вы на канале Максмастер, с вами капитан Максим. Не могу сказать полный вперед, потому что мы стоим в порту, тем не менее, приятного просмотра, поехали! MSC отъезжает пароход, называется MSC Patnari 3, если я правильно прочитал. Конкурирующая фирма. Вспоминаю времена работы на судне с кранами. Чисто, ну как, для капитана еще так себе, а вот для всех остальных, включая механиков, следить за этой гидравликой, если они гидравлические. Старпом следить за веерами, механизмами, вертлюгами, хуками и так далее. Матросам постоянно их на морскую сторону выводить. Ну, приятного мало. Он там, кстати, стоит, за ним Everrace. Когда-то самый большой контейнеровоз в мире. Компания Evergreen. Пацаны решили сильно не заморачиваться и сдают лоцмана прямо в акватории порта. Еще до брейквотера. Он сейчас слазит. Ну, тоже так можно, что нет. Смотрите, хорошее решение, когда жарко или холодно, мостик крытый, крылья мостика крытые, то есть кондиционированные или отапливаются в зависимости от климата. И нету проблемы с этим. Видите, закрытые крылья, все внутри, в данном случае под кондишкой, потому что мы в Шри-Ланке. Сейчас, наверное, плюс 40, надо глянуть. Немножко обшибся. Плюс 31. А, ну да, сейчас же утро еще. Швартуются они у нас. Они будут стоять вот там, где стоял MSC, пустой причал. И ставят их левым бортом, соответственно, разворачивают. Главное отрабатывает назад. Останавливаются они потихоньку. И там буксиры работают с правого борта.
Вот они показались. Один показался пока буксир, второй еще мы не видим. Но сейчас скоро увидим. Закончили они разворот. Сейчас будут их ставить в параллель, заводить туда, наверное, под углом кормой. Все, практически завели товарища. Оставляем его и идем вниз смотреть, что там агент прислал. Какие-то имейлы важные, Мечив говорит. А с другого терминала выходит Maersk Кейп-Верде. Ну, довольно интенсивное движение тут в порту Коломбо. И смотрите, еще видите, терминал новый строят. Нюансы швартовки на этом судне. Есть кое-что интересное. Про это мы все знаем, да? Mooring Rope Protection, в понятном языке называется ПЦУрина. Вот это вот оранжевое, то, что защищает наши концы от перетирания вот в этом месте. И здесь самое интересное. Вы видите, нету малого барабана, нет теншн-драма. То есть концы подаются непосредственно со storage-драма. И здесь вот 3 лебедки сразу. Раз, два, три. Это с левого борта. Тоже нету теншн-драма ни на одной лебедке. Все на storage-драмах, все концы. Что теоретически может привести к их закусыванию во время отшвартовки. Здесь пока визуально все нормально, но мы-то будем их майнать хорошо. Там не 5 метров, не 10 метров, а больше. И теоретически это может создать проблемы, которые, тем не менее, решаются в течение 5 минут, но может создать проблемы. Правый борт 2 лебедки, то есть у нас асимметричный бак, даже если вот так вот стать тут посмотреть. Вот, Panama Lead, Center Lead, да, Forward. И видно, что, вот если так вот ровно стать, что этот и этот клюза, черные, они расположены от центра лида на разном расстоянии. Там получается у нас раз, 2 лебедки, 2 лебедки, там 3, и вот еще 2. Итого получается 7 лебедок. 2, 3, плюс 2. И тут, да, тут стандартная швартовка, это 5 плюс 2. Тут смотрите, защита швартовных концов, Mooring Ropes Protection тут есть, да. ПЦУрины на этих 2. На этих 3 почему-то нет. Наверное, пока не заслужили. И дальше опять есть. Одна почти сползла туда уже, за борт. Будем выяснять, почему нет на этих. Не заслужили, наверное. В общем, вот такие вот нюансы швартовки на этом судне пока что, которые открылись. Но ничего, можно с этим работать. Просто к этому надо привыкнуть. Еще один немаловажный нюанс, очень немаловажный. Лебедки гидравлические. Лебедки брашпиль на гидравлике. Нет электромоторов в принципе. То есть во время швартовки, отшвартовки, маневров надо включать охлаждение с помощью пожарного насоса для того, чтобы они не перегрелись. Потому что нельзя терять лебедки, это важно. Тут 3 гидравлических насоса для носовой швартовной станции, потому что есть еще брашпиль. И 2 гидравлических насоса для кормовой швартовной станции. Но и там, естественно, есть танк с гидравликой, с гидравлическим маслом. Но важно, что одна гидролиния. То есть, если что-то выйдет из строя, то выйдет из строя все. Пока мы еще все стоим, Эверейс уже отходит, покидает порт Коломбо, направляется в следующий порт. Хорошо его так подзагрузили, но тем не менее, несмотря на то, что на борту, кажется, много контейнеров, да, почти полная загрузка, по ватерлинии видно, что она не полная далеко. Вот лосманский катер уже приближается к Пайлот-Дору. Будет забирать его еще тоже. Тут, смотрю, нормальная практика забирать лосмана, пока судно еще находится в акватории порта.
Посмотрел по АИС-системе и увидел, что они идут в Сингапур, следующий их порт захода. Лосман уже ушел, буксиры еще там что-то сопровождают его, наверное, до Брейквотера, а дальше пойдет он в свободное плавание. Смотрите, сколько мусора, это только с нашего парохода, причем сдавали мусор буквально 2 недели назад, не знаю, что они весь тогда не сдали. Чем это было обусловлено, но вот такое количество... тогда сдавали частично, потому что не все принимали. Поэтому такое количество накопилось. Сейчас сдаем практически все, потому что идти на переход в месяц через 2 океана, но с мусором как-то нелогично и непрактично. Тем более, если это пищевые отходы. Завоняются еще, не дай бог. Хоть мы их и пытаемся заморозить, но... Storage, как бы хранилище, место для хранения не бесконечное. Поэтому стараемся сдать все по максимуму. И сдадим все по максимуму. Даже какие-то стулья старые и так далее. Обойдется нам все это в $500. Практически 470, по-моему. То есть мусор всех категорий сдать. Самое дорогое это промасленная ветошь, люминесцентные лампы перегоревшие, батарейки и так далее. MSC Glory отшвартовывается у нас по носу. И сразу его начинают разворачивать через левый борт. Винт работает на задний ход. Бурун пошел вперед, носовую часть судна. Что-то совсем не густо с грузом. На палубе, по крайней мере, очень мало. 20 40-ок я вижу. Ну, в трюме, понятно, еще есть. Но, судя по ватерлинии, далеко от полной загрузки. Вот еще одна 20-очка есть на паке, не заметил ее. Разогнались на развороте. Больше rate of turn стал. Может, там уже двигатель работает. Буксир один тянет, другой толкает. Классика. MSC тоже ушли, а мы все продолжаем стоять. Судно Клевен, который заходил после нас, также отошел. И на его место идет MSC Flavia. Тот случай, когда суда расходятся правыми бортами, но уже в акватории, внутри акватории порта. Если верить сайту приложению ShipsInfo, то главный двигатель там на 72 тысячи киловатт, что делает его одним из самых больших главных двигателей в мире. Там 12 цилиндров, 98 диаметр. Смотрите, буксир оттормаживает судно. Видно, что главный двигатель не крутится. Винт не вращается, а буксир тянет на себя в сторону. Тем самым и оттормаживает, и поворачивает судно. Еще один буксир подошел с правого борта, толкает, а этот, наоборот, ослабил немножко. Все, буксир поменял свое местоположение, ушел на бак, будет толкать его в районе правой скулы. И потихонечку ставить к причалу, туда, где 4 крана подняты. Что буксир решил включить поливалку какую-то, охлаждает корпус MSC. Пришвартовались они. Один буксир уже отошел, второй еще привязан. Ну и сейчас Лосман уже где-то там сходит, наверное. Или уже сошел. Вот мы сегодня сервис лифта проходили. Вот смотрите, тоже сделали. F, это моя палуба, E, D, А, это столовая, где B, C? Почему нету палуб Б и С? Что это за дискриминация? Это main deck, где основные офисы и так далее, upper deck она так называется. Это палуба ЦПУ, машинного отделения. Это мастерская, workshop. Такой лифт. Судно компании OCL, которое расшифровывается как Oriental Overseas Container Line, тоже покидает порт. OCL Dalian идет в Сингапур. Кстати, компания когда-то базировалась это в Гонконге, но сейчас там базируется, но стала не отдельной компанией, а частью китайского конгломерата COSCO Shipping. Контейнеровоз на 4500 контейнеров, 260 длину всего, да, относительно, конечно. И идут они в Сингапур. В Коломбо зашло судно компании One, который называется One Reliability. Это японский судовладелец, оператор контейнерных линий, как расшифровывается Ocean Network Express.
Но в данном конкретном случае именно это судно им не принадлежит. Оно принадлежит канадско-индусскому судовладельцу компании Seaspan. Моряки, которые работают на контейнеровозах, очень хорошо ее знают. Они мне постоянно предлагают работу, я пока отказываюсь. По своим причинам. Мне тут мешает вот эта вот штука ржавая. Блин, и ни с какой стороны ее не обойдешь. В общем, залезли в лодку уже. А вот с этой стороны еще видно. Сейчас будут заходить в шлюпку. Мы сейчас проводим учебные тревоги. Вот сейчас в процессе вторая Abandon Ship Drill, то есть покидание борта судна на шлюпке. Первая была у нас Firefighting Drill, то есть борьба с пожаром. И пока, в принципе, все довольно неплохо. Есть, конечно, нюансы, но я думал, что будет на самом деле хуже. То есть, либо был проведен хороший брифинг, либо была до этого хорошая подготовка. Есть нюансы. Например, вот никто не знает, кто берет третью Emergency Jam DSS VHF. Как бы капитан должен брать, но у меня в обязанностях почему-то не прописано. И никто не может сказать, кто берет линемет. Вот он здесь такой стоит. Все уже просто в шлюпке, а линемет до сих пор здесь, ждет того, кто его должен брать. Еще очень удивила общесудовая тревога, вообще в принципе тревога, она подается не гудком, не сиреной не какой-то, а звонком. Но в целом, повторюсь, что все довольно неплохо. Есть впечатление, что кто-то смотрел мои видео. Инструктаж, как пользоваться спасательным плотом. А там очень плохо все слышно, потому что там вентиляция работает. Но Старпом что-то рассказывает. Вот, смотрите, General Alarm включаю. Слишком часто слышите, как общесудовая тревога подается с помощью звонка? Я, наверное, первый раз за карьеру.